Здравствуйте, мои дорогие. Давайте сегодня сделаем такой расклад. Что у него с соперницей? Это для тех, кто точно знает, что у мужчины кто-то есть. Так, давайте посмотрим на нашего мужчину. Кто он у нас? Так, смотрите. Мужчина наш, я бы сказала, очень любвеобильный. Такой, знаете, ему постоянно нужно внимание женщин. Благодаря этому вниманию он чувствует себя таким самцом, мужчиной в расцвете сил. Ему такая себе, знаете, постоянно нужна подпитка женской энергетики, потому что он постоянно в себе немного как будто бы сомневается. Но в то же время сразу скажу, по финансовой части мужчина довольно-таки стабильный, обеспеченный, но есть такой небольшой нюанс. Мужчина жадноват. Жадноват на эмоции, жадноват на деньги. Ну, вот такой вот фрукт. И если вы узнали своего мужчину, смотрим дальше. Так, кто вы для этого мужчины? Смотрите, я не вижу в вас жены. Возможно, вы женщина, которая ему нравится, которая, как он считает, ему дана по судьбе для какой-то цели. Он еще сам не знает для какой, но что-то внести в его жизнь. И он как будто бы немного сомневается, нужны ли вы ему на самом деле, делать ли такой конкретный выбор в вашу сторону. Так, и интересует нас очень с вами вопрос, да, есть ли еще кто-то, кроме вас, на кого он, возможно, смотрит, кто-то ему, возможно, нравится, приглядывается он к кому-то. Давайте посмотрим. Значит, смотрите, в данный момент сейчас у него никого нет. Но у этого мужчины в прошлом были очень-очень болезненные отношения, какой-то очень болезненный опыт, после которого этот мужчина как будто бы немного закрывается от женщин. Он даже немного отстраняется от них, дабы их немного проверить, не причинят ли они ему снова боли, не придется ли страдать опять из-за женщин. Такой, знаете, вот немного мужчина, который в сторонке, особняком пока держится к женщине, как бы и с ней, но как бы и сильно не приближаясь, там золотые горы не обещая. Что он думает о ваших отношениях вот в данный момент, сейчас, сегодня? Что он думает? Но он думает, что вы ему очень подходите. В то же время он опять же, знаете, вот сам с собой борется, как будто бы знает, что ему рядом с вами нужно будет вступить на новый путь, на новый уровень развития. Он боится мести какой-то, боится предательства, боится нож в спину от вас получить. Страхи такие у мужчины присутствуют. Ему хочется легкости в отношениях. Вы, как видите, ваш союз? А вам тяжело. Вы не видите отдачи от этого мужчины, вы не видите любви к себе. Вы как будто бы вся, вот знаете,
стремитесь к мужчине, вы ему все даете, но в ответ вы получаете только холод, вы как будто бы даже разочарованы, думаете, что вы ему не нужна. Отчаяние. Я бы сказала, у вас много отчаяния в данный момент. Ну а на самом деле мужчина-то что планирует в вашем отношении? Хочет ли он оставить вас при себе? Будет ли он рядом с вами? Да, девочки, очень хочет, чтобы вы были рядом. Я сразу вам скажу, он вас не отпустит, вообще просто так не отпустит. Вы для него солнышко, вы воплощение всех женских качеств, которые ему нравятся. В то же время вы очень манкая, вы очень его притягиваете как женщина, вот знаете, вот сексуально. Вот такая вот вы для него. Возможно, он вам это не показывает. Просто он вас немного проверяет. Что ждет вас в будущем с этим мужчиной? Ну, не надо загадывать прям там, не знаю, далекое будущее. Давайте месяца там на 3-4 заглянем. Вам всегда немного будет нелегко с этим мужчиной, потому что вы будете хотеть больше проявления страсти от него, больше эмоций, я бы сказала, даже больше слов. Но мужчина здесь не особо эмоциональный, не особо такой сердечный, я бы сказала. Поэтому у вас постоянно будут такие вот сомнения возникать, что как будто бы нехватка любви. Еще что? Да, постоянно вот с вашей точки зрения будет присутствовать холод в отношениях. Как будто бы, знаете, нет тепла такого. Вот. Вам бы хотелось побольше слов любви, побольше действий. Ну а мужчина, что наш мужчина? Он немножко у нас поменяется. Но мужчина такой, знаете, вот он такой стабильный, семейный, вот он зарабатывает деньги, приносит деньги в семью, как бы делает выбор постоянно в вашу сторону, угождает финансово вас. Ну и ждет, как бы, знаете, вот не чтобы он проявлял эмоции к вам, а от вас, опять же, таки он постоянно будет ждать от вас эмоций. Ну, в общем, вот такой расклад, вот такой у нас мужчина, такая вы у нас пара. Если вы согласны принять такого мужчину, выбор за вами. Совет карт вам. Ну, вы такая, знаете, вот горячая, огненная такая девушка, которая вспыхивает, как спичка, по всяким мелочам. Это не потому, что вы какая-то своенравная или капризная, нет, просто у вас такой очень живой, очень такой эмоциональный, отзывчивый такой характер, вот здесь и сейчас. Возможно, даже вы за собой замечали, что иногда вы себя не можете сдержать по каким-либо пустякам, потому что
даже малейшее замечание выводит вас из себя. Так, почему нам дали характеристику вашу? Характеристика ваша. Возможно, чтобы вы немного победили вот эту вот свою черту характера, потому что она вам очень будет сильно мешать в ваших отношениях. Да? Да, конечно же. Вам как будто бы будет казаться, что иногда все против вас, и многие вас не понимают. Но это не так. Вот просто это ваша черта характера. Просто вот нужно ее немножко, не то чтобы убрать, но постараться ее контролировать. Вот такой был расклад. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь.